Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы поговорим, как сделать практически любой выключатель умным. Ведь в основном об умном доме начинаешь думать, когда ремонт уже закончен, проводка протянута, и выключатели установлен, и выбранный дизайн, цвет, ну и так далее. Вот тут нам на помощь приходит очень маленькое умное реле от компании Giro, которое позволит сделать любой выключатель умным и позволит нам управлять освещением не только с мобильного телефона, но также создавать различные автоматизации от датчиков движения, освещения и даже температуры. При этом управлять освещением мы можем не только как смартфона и любых автоматизаций, а так просто включив или выключив свет с уже установленным выключателем. Реле защитили как могли. Я откровенно впервые вижу, что магазин засунул по сути нехрупкую вещь в такую упаковку. Бонусом от магазина небольшая листовка с благодарностью. Само реле находится в небольшой белой коробке. Характеристики устройства наклеены на верхнюю ее часть. Внутри у нас находится само реле, инструкция и небольшой конденсатор, который будет эмулировать нулевую линию при необходимости. Инструкцию советую хотя бы раз посмотреть, чтобы как минимум понять схему подключения, а также скачать приложение TUE Smart. Конденсатор достаточно небольшой, как раз для размещения в любом плафоне освещения или даже вместе с реле в подрозетнике. Реле реально сделали очень компактным, но и нагрузка, с которой может работать реле, ограничивается 100 ваттами. Но если брать современные LED-светильники, то этого вполне достаточно. В верхней части реле схема подключения и винты колодки. Провода подключаются в нижнюю часть реле, а на верхней части небольшая кнопка сброса и сопряжения устройства. Она же кнопка включения-выключения. За левую и правую грань крепится пластиковая скоба, которая предназначена для крепления устройства внутри подрозетника или в любом другом удобном месте. Размер реле составляет 39 на 39 мм, толщина всего лишь 18 мм. Для того, чтобы разобрать устройство, просто выщелкиваем нижнюю его часть. Небольшая плата с умной силовой частью. И к пайке у меня, в принципе, вопросов нет. Собрано все достаточно качественно. И вот чего-чего, а термопредохранителя я не ожидал увидеть. Реально китайцы поднялись в мои глаза в плане безопасности. Даташитный предохранитель TC135 я не нашел. Но согласно характеристикам на его корпусе ток 2 ампера при напряжении 250 вольт. На максимальный нагрев 135 градусов по Цельсию. По сути, когда порог температуры или тока будет превышен, легкосплавный элемент этого термопредохранителя плавится и быстро обрывает цепь, позволяя избежать ряда повреждений или неисправностей, вызванных перегревом устройства. За включение и выключение отвечает семистр BTA16800CW. Даташит на него легко гуглится. Если кратко, то симметричный триодный тиристор на 16 ампер 800 вольт в изолированном корпусе. И наличие семистра будет существенным плюсом в плане бесшумности работы, в отличие от схем с реле. А вот узнать, какой модуль отвечает за умную часть, не предполагается возможным. Все, что доступно, это маркировка на печатной плате ZH, Z0 или O3 ревизия B. Переводим наш датчик в режим сопряжения. Для этого удерживаем в течение 5 секунд кнопку сброса. После этого открываем установленное приложение TUE Smart или Smart Life. Производим поиск и добавление нашего устройства. Из главного приложения TUE Smart мы можем не только видеть статус устройство включено или выключено, но самостоятельно включать или выключать его, нажав на виртуальную кнопку. Внутри плагина мы видим еще одну кнопку управления. Кнопок будет по тому количеству, столько, сколько вы кнопочное выбрали реле. Тоже можем включать и выключать. То же самое видим текущий статус. Причем даже если вы выключили или включили свет с подключенным выключателем. Ниже расположилось меню настройка таймеров. В таймерах можно выбрать как таймер обратного отсчета для изменения статуса устройства, так и задать различные расписания на включение по определенным дням недели и времени. А также задать таймер работы, после какого времени девайс автоматически выключится. Время задается от 2 секунд до 1 часа. В настройках мы можем изменить состояние устройства после отключения питания 220 вольт. Вернуть такое, как было установлено, я считаю, будет оптимальным. Кроме этого, изменить настройку тип переключателя у меня не получилось. Что бы я ни выбирал, все равно переключается на самый верхний первый клик для изменения статуса. Как вы видите, включать и выключать свет можно не только с телефона,
а также используя стандартный выключатель. При этом свет, если был включен с мобильного приложения, выключить ее также можно и выключателем. А с мобильного приложения тоже мы можем выключать, если он был включен с выключателя. Все просто. Для добавления реле я буду использовать интеграцией LocalTUIA, когда все данные с устройств передаются с серверов TUIA. Для этого переходим в настройки интеграции и перезапускаем интеграцию LocalTUIA для поиска новых устройств. После этого клацаем на устройство, и у нас уже появилось наше умное реле, так же как я обозвал его при добавлении в умный дом. Перейдя внутрь устройства, мы можем его переименовать или создать автоматизацию и сцену, или задать скрипт выполнения. Добавим его на нашу панель Lovelace и подтверждаем шаблон графического вывода. Теперь, перейдя на главный экран, у нас появился новый объект реле-выключатель, который мы можем включать, выключать, смотреть его статус и историю работы. Вариантов включить или выключить освещение, вагон и маленькая тележка. Все зависит только от ваших потребностей, фантазии и наличия имеющихся датчиков. Я начну с автоматизации по датчику движения. Переходим в меню автоматизации, даем условия при изменении статуса устройства, где выбираем наш датчик перванно. И в ней уже обнаружение человека. Назначаем задание «Запустить устройство», где выбираем наше реле. И реле выберем «Включить», сохраним автоматизацию. Дополнительно нужно создать еще одну автоматизацию, подобную, где в параметрах в последнюю минуту не было никакого движения. Возможно, что на 1 минуты будет мало, поэтому я бы выбрал в последние минуту 5. Последних 5 минут, чтобы там не прыгал свет у нас, если кто-то будет ходить туда-сюда. Сначала банальная схема, которая будет выглядеть вот так вот. Подаем контакт L, фаза. К контакту L1 подключаем виртуальный 0. Он же второй провод от лампы нашего выключателя. На контакты COM и S1 подаем новые провода от нашего выключателя. Попробуйте обойтись без конденсатора из комплекта в нашей схеме. Как видите, все, конденсатор ставить нет необходимости. Но если вдруг у вас начнет моргать свет, непроизвольно включаться или выключаться, то установить его таки придется. Но я очень приятно удивлен, что конденсатор вообще не нужен. И работает все и так. Но спешу бежать вперед. Но чувствую, это реле приобретет народную популярность банально из-за своей простоты монтажа. Подрозетник реле входит без проблем, и место для установки выключателя еще остается. Закрепляем реле в нашем подрозетнике в задней части и вставляем на место выключатель. Так что к покупке реле я могу рекомендовать. Вещь довольно функциональная и простая в установке. У продавца есть варианты как на 1, на 2 и на 3 клавиши управления. Если у вас уже смонтированы выключатели, плафоны и прочие люстры, а сделать умный дом реально хочется, то это отличный выход из ситуации. Судя по отзывам, как на странице товара, так и в моем телеграм-канале, устройство отлично работает с голосовыми помощниками, и теперь фразой «Алиса, включи свет» можно не тянуться к телефону или шлепать ночью к выключателю. Обрадовало наличие термопредохранителя и бесшумный семистр. Ну а про то, что нет необходимости нулевой линии, которая большая редкость в подрозетнике всех наших выключателей, это вообще огромнейший плюс, тут я вообще говорить даже не буду. Так что, друзья, всем спасибо за внимание. Если видео было вам полезно, я прошу поставить лайк. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео по теме умного и не очень дома. Ну а про социальные сети, Facebook, ВКонтакте тоже не забывайте. И про Telegram не забывайте. Там акции, новости, купоны, просто общение. Все ссылки вы найдете под видео в описании. Всем всего хорошего. Пока-пока.